Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Вы все знаете, что я не профессиональная швея. Одежду не шью. Но где наша не пропадала? Думаю, что если в гардеробе будет хоть одна вещь в стиле пэтчворк, то это уже придаст образу изюминку. Ага, уже слышу в комментариях ехидные голоса, что каждая женщина — это спелая виноградинка, которая со временем становится изюминкой. У меня есть прекрасные кусочки мебельной ткани. Выкроем из них квадраты размером 10 на 10 сантиметров. Получилось невероятное количество оттенков коричневого цвета. Немного их рассортируем. Темные, светлые, средние. А затем приступим к сшиванию. Берем кусочки из разных кучек. Следим за тем, чтобы все оттенки были распределены равномерно. Шьем гирляндой, нитки не обрываем. Закрепки на всех деталях делаем обязательно. Отшитые детали разворачиваем, расправляем швы и закрепляем их машинной строчкой. Когда прошили по вертикали, делаем горизонтальные соединения. Также прошиваем, расправляем швы и закрепляем их. И получилось у нас несколько деталей нужного размера. А теперь уже приступим к выбору модели. Нам нужны самые простые классические силуэты. Мне на глаза попался журнал «Все лекала». Заказала его по интернету. Ссылки оставлю в описании под видео. Смотрите, здесь собраны выкройки вещей, которые являются основой любого гардероба. Брюки, юбки, рубашки, жилеты, жакеты, даже есть пальто и берет. Ну а мы сегодня будем шить пояс-корсет София. В этом нам поможет и подробное описание работы, и видеоурок, который можно посмотреть, пройдя по QR-коду. Кстати, можно посмотреть и другие выпуски этого журнала. Желающие могут приобрести и выкройки в электронном виде, скачать их и распечатать. Для начала определяем свой размер. На листе выкроек находим контур нужных деталей, накладываем сверху лист бумаги, обрисовываем и вырезаем детали выкройки. Выкройку накладываем на наше красивое дизайнерское полотно пэтчворк, обрисовываем контур, добавляем припуски на швы и вырезаем нужные детали. Знаете, девочки, по сравнению с той грандиозной работой, которую мы уже провели по созданию полотна пэтчворк, все дальнейшее детский лепет. Для начала соединим боковые швы.
прошиваем их иголкой с ниткой, а затем уже делаем машинную строчку и закрепляем припуски на швы. Потом по этим же выкройкам вырезаем детали из подкладочной ткани. В подкладке один шов мы полностью зашиваем, а в другом оставляем незашитое отверстие. Дальше лицом к лицу мы складываем вместе обе детали, красивый верх и подкладку. Сначала их наживуливаем, а затем прошиваем на машинке по всему периметру. Как вы помните, в подкладке мы оставляли незашитое отверстие. Через него будем выворачивать нашу заготовку. Естественно, сначала сделаем надсечки во всех округлых местах. У готовой детали зашиваем оставшиеся отверстия и отстрачиваем по контуру. Отдельно готовим деталь пояса. У меня нашелся кусок плотной портьерной ткани. Продублируем его флизелином. После этого подготовим шлевки. Остается только пришить шлевки, вставить пояс и решить самый главный вопрос – талию. Где делать будем? Сами понимаете, что женская талия – это величина переменная, местами даже и необъятная. Застежку сделаем на кнопке, а красивый пояс просто будем завязывать сверху декоративным узлом. И получилась у нас очень интересная, оригинальная и моднявая штучка. Кстати, если кто-то думает, что это только для молодежи, то хочу сказать, что мой радикулит очень сильно обрадовался. Обещал уйти, забыть про меня и больше не беспокоить. Ну, чего не сделаешь ради здоровья. Сразу и анекдот вспомнился. Девушка, а вы смогли бы полюбить радикала? Ради чего? Простите. В общем, девочки, дорогие мои, я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес. Чудите сами. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!